Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю очень вкусный медовый торт со сметанным кремом. Торт приятный как по текстуре, так и по вкусовым качествам, с ароматом сметаны медовой начинки. Коржи настолько мягкие и нежные, что каждый новый кусочек этого десерта просто тает во рту. Очень часто готовлю этот торт на дни рождения и другие праздники. Потому что медовый торт — это настоящий праздник вкуса, который поднимает настроение и создает атмосферу уюта и тепла. Свой фирменный рецепт торта я тщательно разрабатывал, чтобы все сочеталось в правильных пропорциях. И это очень простой и доступный рецепт, который всегда получится, а самое главное, получится очень гармонично. Друзья, более подробное описание рецепта, а также особенности и мерные значения по продуктам вы можете посмотреть в рекомендациях, которые я всегда оставляю под каждой публикацией. Для приготовления теста в сотейник с медом, установленный на огне, всыпаю соду. При нагревании мед вступил в реакцию соды и начинает бурлить. Помешиваю смесь до получения насыщенного цвета. По мере уваривания мед приобрел темный янтарный цвет, что говорит о том, что он готов. Выключаю огонь. В горячий мед добавляю сливочное масло и перемешиваю силиконовой лопаткой, чтобы масло полностью растворилось. В яйца добавляю сахар. Взбиваю на высоких оборотах миксера до получения пышной яичной массы. Вливаю масляно-медовую смесь в яичную массу. Перемешиваю недолго миксером до однородного карамельного цвета. Всыпаю сразу всю муку. Перемешиваю миксером на низких оборотах до получения медового теста. Вот такое медовое тесто получилось. Рабочую поверхность обсыпаю мукой. Перекладываю медовое тесто на рабочую поверхность. Не вымешивая тесто, сразу начинаю формировать руками колбаску длиной на ваше усмотрение. На колбаску наношу деление в виде разметок. По линиям делю медовое тесто на 6 частей. В целом каждая заготовка составила примерно 136 грамм. Из каждого кусочка теста формирую руками медовый шарик. Медовые колобки закрываю и оставляю при комнатной температуре. Для сиропа в сгущенное молоко вливаю кипяченую воду. Перемешиваю ложкой, чтобы получился молочный сироп. Раскатываю тесто на пекарской бумаге с предварительно прочерченным кругом диаметром 21 см. Рекомендую пергамент с начерченным кругом перевернуть обратной стороной, чтобы грифель от карандаша не отпечатался на тесте. По мере раскатки коржа присыпаю мукой, чтобы тесто не прилипало к скалке. Очень важно, чтобы края раскатанного теста выходили за прочерченный круг. Накалываю тесто вилкой и перекладываю корж на горячий противень. Убираю противень с тестом в разогретую до 190 градусов в духовку на 8 минут. Готовность выпечки определяйте по внешнему виду. Горячий корж переворачиваю на доску и сразу обрезаю по форме 21 см. Обрезки откладываю в отдельную тару. С оставшимися заготовками проделаю идентичные манипуляции. Для сметанного крема в холодную сметану всыпаю сахарную пудру. Интенсивно вымешиваю ингредиенты ручным венчиком до получения стабильного сметанного крема. При приготовлении сметанного крема очень важно, чтобы сметана была хорошо охлажденная, а тара ледяная, желательно из морозильника. Для получения стабильного сметанного крема подходит сметана не менее 25% жирности. По мере вымешивания сметанный крем начинает густеть. Вот такой плотный сметанный крем, который стабильно держится на лопастях миксера, получился. На рабочую поверхность наношу немного крема для устойчивости. Сверху укладываю первый медовый корж. При помощи силиконовой кисточки пропитываю корж молочным сиропом. Выкладываю сметанный крем в количестве 2 полные ложки с горкой. Распределяю сметанный крем по всему коржу металлической палеткой. При отсутствии палетки можете воспользоваться удобной лопаткой или ножом. Сверху укладываю второй медовый корж и проделываю идентичные манипуляции. Таким образом собираю медовый торт. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео. Тогда я буду точно знать, что рецепты с тортами нравятся. Любая ваша активность продвигает канал в рейтинге, а меня еще больше мотивирует делиться стабильными и проверенными рецептами со всеми нюансами. Пластиковым шпателем выравниваю крем, который вышел из торта. Сверху выкладываю оставшийся сметанный крем. Распределяю крем по поверхности торта плоской лопаткой. Окончательно выравниваю торт шпателем. Убираю торт в холодильник для пропитывания и стабилизации минимум на 5 часов. Для обсыпки торта медовые обрезки перетираю скалкой в мелкую крошку.
Торт охладился и стабилизировался. С помощью плоской лопатки обсыпаю торт медовой крошкой, начиная сбоку и заканчивая верхом. Тщательно припечатываю крошку к торту, чтобы она хорошо держалась и не осыпалась. Медовый торт получился очень мягкий и нежный. Вкус настолько яркий и гармоничный, что все гости съедают его без остатка. И, конечно же, не отказываются никогда от добавки. Да и как можно отказаться от добавки, ведь устоять перед медовым тортом со сметанным кремом по рецепту канала Сладкий Мастер просто невозможно. Рекомендую подавать медовый торт к крепкому горячему чаю без сахара. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым продвигаете канал.